Привет, друзья, из Дели. Вот, наконец-то, я могу одеть очки темные. А почему, как вы думаете? А потому что здесь нет обезьян, которые бы срывали у вас с лица очки. Продолжаем гулять по Дели, друзья, собственно, с того же самого места, на котором закончилось предыдущее видео. Напомню, друзья, что у нас есть телеграм-канал, на который вам надо обязательно подписаться, особенно если вы находитесь в России, чтобы оставаться на связи в любых обстоятельствах. Также вы можете помочь нам с Roxy материально, пройдя по ссылке в описании. Вы можете нам задонатить, находясь в любой стране. Итак, продолжаем изучать новое место, деревню Махипалпур на юге Дели, рядом с международным аэропортом имени Индиры Ганди. Такое расположение, вот прямо почти что на рыночной дороге. 20 метров прошел и вышел на дорогу. И тут куча всякой еды. Вот, друзья, это Махипалпур. Махипалпур, деревня в Дели, на окраине Дели, около аэропорта. Тут практически аэропорт, если вот на дроне бы взлететь, если вы его увидите. Сразу он вот здесь за, как сказать, вот туда, за вот этим микрорайоном, сразу аэропорт уже. Но это так кажется, что он рядом, он на самом деле рядом, но чтобы до него доехать, нельзя вот так пройти. Потому что есть определенный въезд в аэропорт. И надо несколько километров все-таки проехать, чтобы попасть в аэропорт. А так по расстоянию вот практически через дорогу от аэропорта. Этот Махипалпур. Вот. Куча всяких ресторанчиков, кафе. У нас там в гостинице есть ресторанчик, можно там поесть. Вот, смотрите, клиника. Вот, клиника маленькая. Здесь же сразу, пожалуйста, турагентство. Билеты на поезд, на самолет. Сразу здесь же кафешка. Вот что можно поесть в кафешке. Тут, кстати, много невегетарианских блюд. Из курицы много всего. Много куриных блюд. Мне кажется, это мусульманский район. Здесь очень много невегетарианской еды. И мы исследуем новый район в Дели. Сегодня я буду здесь, а думаю, завтра я поеду куда-нибудь в центр Дели, дойду до станции метро. Станция метро называется Дели Аэросити, которая уже почти у аэропорта. А вот здесь сразу я вот вижу второй уже магазин алкогольной продукции. Вот смотрите, друзья, какая тут Индия, Дели. Курица на каждом углу, и на каждом углу алкогольные магазины. Все радости жизни, пожалуйста. Зато есть вот такие классные. О, very good. Да, вот парень сидит в тюбетеечке в этой мусульманской. Это мусульманский район. Здесь Махипалпур. Вот это что? Это зубная клиника. Стоматология, пожалуйста. Наука о стоматах. Стоматология. Здесь продаются вот такие классные стиральные машинки. Смотрите, друзья. Очень классные стиральные машинки. Вот парень продает бананы и кокосы. Мне не верится, что я в Дели. У меня такое ощущение, что я где-то в Мадхуре или во Вриндаване даже. Но это ощущение разрушает, вот, видите, тандури чикен, пожалуйста. Красота. Куриный шашлык. Здесь куриная талия, я видел, стоит 110 рупий всего. Во Вриндаване талия стоит там 150, вегетарианская. А здесь куриная 110. Вот такие цены. Вот жарят самосики тоже, как во Вриндаване. Пожалуйста, самосики. Вот фрукты.
папайя, бананы, сливы вижу. А вот магазин всего. Видите? Такой магазин всего, такой запах интересный. Что это такое? Кто знает? Классный магазин. Вот это не мусульмане, здесь индуисты. Вон у них. Рады! О, кокосы, бананы, everything. Good. Идем дальше. О, пожалуйста. Магазин мобильных телефонов. Смотрите, сколько разных магазинов на ограниченном участке. О, вот магазин фастфуд и сладости. Вау, джалеби, друзья. Вот джалеби. Ой, как жарко от этой сковородки. В масле, это в масле кипятится. Очень жарко. Погода хорошая в Дели. Вот сейчас без 15,4, но не жарко. Такое впечатление, что здесь как-то полегче, чем во Вриндаване даже. Ходить вот так гулять. По суше как-то. Нет такой влажности. А может быть сегодня такой день просто. Не знаю. Вот на таких больших машинах полиция обычно едет. Это я свернул с главной рыночной дороги, иду куда-то. Тоже огромный рынок. Дели. Дели это огромный рынок, друзья. Как же я буду без всего этого? Эх. Рокси там осталась в гостинице. О, смотрите, кокосики. Сколько стоит кокосик? Целый магазин фруктов, овощей. Рады! Hello! Good shop! Kitna coconut? Yes, 70 rupees. 70? Ah, expensive. 70 рупий один коконат. Я думал хотя бы 50. Я бы за 50 купил даже. Даже за 50 бы купил. А 70 на 100 рупий можно пообедать. Вот еще один кумарчик на тракторе. До околицы нас прокати. Вон, можно за 40 рупий поесть. Лук. 50 рупий. Puri. I like puri. Yes. Nice. I like Delhi. I was in Vrindavan for 6 months. And now I am in Delhi for only 6 days. Продают треники. Треники по 50, по 250. Вот у этого спросить, сколько у него коконат. Hello, kitna coconut? 70. 70? Ага, окей. Тоже 70. Но они большие такие, прям хорошие. Я помню, когда 7 было у Сатья Сай Бабы. 7 был один кокос. Помидоры, ананасы. Красота какая. Ананасики, анавасики, ананасики. А вот он адрат для чая. Так. Я, наверное, пойду обратно. Что-то туда я не хочу идти. Возвращаемся. Здесь по этой улице надо ходить, если вы хотите что-то купить из овощей. К сожалению, мне сейчас не нужны овощи такие отдельные, сами по себе. Готовить мне негде их. Вон, наверное, манго здесь дешевле. Манго можно за 70 купить. Манго. Какой браслет. О, я люблю Индию. I love Bharat. Kitna? 10 рупий. Я куплю. 10 рупий. Поеду в аэропорт, одену. Они любят там.
Вот такое здесь сумасшедшее движение. Как в центре Вриндавана также. В праздничный день. О. Опять вот я вышел на главную улицу рыночную. Здесь джалеби. Жарит, ой, жарко. Жизнь кипит в Дели, друзья. О, какая кепка. Мне нравится. Смотрите. Цвета индийского флага. Опа, все, друзья, смотрите, рынок закончился. Да. Здесь уже какое-то учреждение. Написано Health Center. Оздоровительный центр какой-то. Так, теперь я пойду против шерсти, получается. А на ту сторону я не хочу перебираться. У меня же гостиница на этой стороне. Лучше я в другую сторону пройду, туда, в сторону аэропорта. Иду по Махипалпуру, на юге Дели, около аэропорта, в очках. И ни одна обезьяна у меня их не срывает. Потому что здесь их нету. В Махипалпуре нету обезьян. Да и, собственно, в Дели. Зато есть коровы. Вон она идет. Привет, корова. Махипалпурская корова. Как он может стоять долго около такого огня, я не представляю. Это тяжело. И так жарко. Ну, собственно, так не жарко, уже нормально. Но около этой печки. Пока. Собачка в яблоках. Что характерно, рынок только с одной стороны здесь дороги. Вот по этой стороне есть рынок, а на той стороне нету, там просто дома обычные. Да. А рынок вот здесь, весь на одной стороне дороги. Непривычно. Обычно рынок, он везде рынок. И там рынок. А здесь вот... Камера. Здесь мы уже с вами были. А вот туда дальше пройти, за поворот моего отеля. Там парень такой, качок, крутой, накачанный, забинтованный. А оказывается, это типа больница, друзья, перевязочная. Хирургическая больничка маленькая. Вот, видите? И здесь вход. Мы на такси ехали по этой дороге, вон оттуда, с той стороны, это аэропорт. Аэропорт там. Станция метро Дели Аэросити, вот в ту сторону. И я заметил этого парня, забинтованного качка. Я, знаете, еще что заметил здесь, в этом Махипалпуре? Очень много машин, и они, конечно, сигналят, мотоциклисты иногда. Но вот такого кардинального давления на сигнал здесь нет, как во Вриндаване. Я не знаю почему. Вот, иногда сигналят, но не так. Во Вриндаване это все сливается в такой один непрерывный визг вот этот. А здесь так, ну, иногда сигналят, конечно, потому что их много. Но в основном шум автомобилей в основном. И сигналят в основном мотоциклисты здесь. Жмут на свои эти клаксоны. Вот скутеры продают, друзья, новенькие. С нуля. Заходи, покупай скутер и катайся по всей Индии. Вот он. Магазин скутеров. Вон еще один забинтованный качок. Смотрите. Забинтованный качок, а рядом сидит, видимо, доктор, мусульманин в тюбетеечке. Салам алейкум. Надо приучаться к салам алейкум. А мне хочется всем сказать рады-рады. Даже мусульманам. О, какой велосипедик. Найс. О. Вот это да. Good.
Ney Cycle. Новый велосипед. Ney Cycle. Ney Delhi. Новая Дели. New Delhi. Ney Delhi. Ney Cycle. О, здесь автомобили продают, смотрите. Грузовички. Охладитель воздуха. Air Cooler продают. Но уже их сезон прошел. Сейчас их можно использовать только как вентиляторы большие. Мы здесь в пробке стояли с нашим водителем, а сейчас нету пробки, смотрите, свободная дорога. Кит на глаз. 50. 50. You have a Oppo. ₹50 стоит каждое стекло. Знаете, цена какая? В Турции это минимум, наверное, 200 лир. Вот процесс смены стекла. ₹100. Вот такое стеклышко. Это по 50 здесь. А вот он мне подобрал за 100. Но это тоже дешево. Смотрите, супер какое-то стекло. Это у меня поцарапанное там стекло уже. Пускай поменяет. О, мастер своего дела. Он пошел, видите, туда. Там поменьше пыли. Там ответственный момент. Нанесение стекла на телефон. Потому что здесь очень пыльно на дороге. Он туда отходит подальше. Чтобы пылинка не попала. Но я думаю, там она тоже может попасть. Если делать не быстро. Но я надеюсь, что у него рука набита. Он тут целый день занимается тем, что устанавливает эти стекла. О, друзья, у меня новое крутое стекло на турецком телефоне. Все готово. Thank you very much. Thank you very much. Данявад. О, good. Beautiful. А сдачу еще надо же взять, да? Я чуть не ушел. 200 рупий ему отдал. О, смотрите. Какая красота. Новое стекло. За 100 рупий. Обалдеть. Это бывает только в Индии. Такое стекло в Турции, наверное, стоит лир 300. Thank you, thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Дошел я до конца, вот автострада идет. Ну, поднятая над уровнем земли. И там дальше уже ничего нет. Рынок закончился, поэтому, друзья, возвращаемся обратно на наш интересный с вами рынок. Вот, видите, инверторов магазин. Вот, Luminous, у меня тоже Luminous аккумулятор там, во Вриндаване. Это очень популярный индийский бренд, но не единственный. Много разных, кроме Luminous. В Индии всего много. О, ну это вот конкретно магазин охладителей воздуха. Смотрите, сколько их здесь. А, еще матрасы продают. Вон, там красивые матрасы с цветочками. С цветочками. Мороженое. Мороженое. Пирожное. А вот рыбное, пожалуйста, рыбная карри. Друзья, рыба. Откуда, интересно, эта рыба? Из Гоа. Вот можно посидеть, попить чаю. Смотрите, чай 10 рупий. Ну, как во Вриндаване, вот такие стаканчики. Маленькие, 10 рупий стоят. Тут много всякой еды, кстати. И не вегетарианской много еды. Мамошки есть, там есть. Свернул на маленькую улочку. Параллельно большой идет. Здесь просто деревня. Смотрите, друзья, вот электрическая проводка. Здесь только может разобраться, наверное, только индийский электрик. Это очень круто. Особенно вон тот столб. Вот он, электрический рай
Индийский, смотрите. Круто, да? Здесь без Шивы не разберешься. Без Чулама не разобраться. Так, я вот предполагаю, что вот по этой улице я выйду на главную дорогу, которая ведет к нашей гостинице. Это какая-то просто такая внутренняя улочка этого Махипалпура. Вон женщина за рулем едет, да, тоже. Нормально себе водят. Тетушки тут. Вот салон красоты. Для мужчин, я думаю. Ом Нама Шивая. А, это же, смотрите. Кришна. Хари Кришна. Рады-рады. Рады-рады. Классно. Маленький храм. Прямо вот на дереве. Помните? В Ауравиле был такой храм на дереве. Только большой. На баньяне. А здесь вот такой храмик. Конечно, дерево обмотанное красными нитками. Вот. Красиво. И здесь. Вон там Рама, Хануман. Здесь Дурга. На тигре. Вот это Дурга, да. Кали, Дурга, Намо Нама. А знаете, кого я здесь еще увидел? Сейчас не успел снять. Девчонки ходят в шортиках. Под самые не хочу. Или под самые хочу. Такого во Вриндаване вы не увидите. Такой красоты. Индийских девчонок со стройными ножками от подмышек. И как-то неожиданно я вышел к нашей гостинице, друзья. Я сам не ожидал. Вон она. Ашока. В общем, я обошел весь наш район. Оказывается, тут, ну, как бы небольшой райончик вот этот. Ну, то есть не весь, конечно, Махипалпур, он большой. А вот это вот рыночная улица наша. И я как-то так обошел и вернулся сюда, к отелю. Да, вот наш отельчик Ашока. Здесь рамка стоит. Сейчас она зазвенит, слушайте. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи. Hotel video. Very nice hotel. I like it. Near the airport. What's video? India Magic TV. India Magic TV. Yes. In YouTube? YouTube. And I got this. I love Bharat. Черепашка. Курма. India Magic ТВ. Эй, стой! Стой! Вот такой у нас лифт. С таким парнем. С вентилятором на потолке. И едем на 3-й этаж. Можно полюбоваться на себя в зеркало. Смотрите, как красиво. Новый лифт, совершенно новый. Ну. 3-й это по-нашему 4-й. От нуля считать надо. Там, где ресепшн, это 0-й этаж. Или земляной этаж еще называется. Ground floor. И вот мой этаж. Вот моя комната. Вот она, там Рокси ждет. Ну и, собственно, вот так здесь. Вот. Можно подняться к большому окну. Там хорошая погода сегодня. Солнышко. Посмотреть на улицу. Вижу, там он парень сидит на соседнем доме на крыше. И смотрит в телефон. О, we have a rooftop here. У нас здесь есть крыша. Вау. О, смотрите, друзья. Самолетик летит. Мы же около аэропорта. Вот он. Полетел. Красавец. Отельное хозяйство на крыше. Вот это, вот эти баки, это система водоснабжения. У нас тоже во Вриндаване такая штука. Вот есть поменьше, есть вот такой огромный бак.
центральный. Даже не знаю, сколько там тонн. Вот здесь тонна. Вот это тонна, а там, наверное, 5. Здесь написано 1000 литров. Ну, то есть тонна воды. И вот вид сверху на наш район. Вот так здесь. Крыши и мобильные вышки, собственно. Я, получается, живу-то на последнем этаже, и у меня вот есть выход на крышу. Можно ходить туда медитировать по утрам. На крышу. Что, давайте загадаем. Выбежит Рокси меня встречать или нет сейчас? Так, как бы одной рукой справиться? Опа, Рокси выходит. Да, вот она. Вот она, Рокси. Все хорошо у нее. Так, Рокси, не надо выходить сюда. Здесь, во-первых, жарковато, а у нас хорошо в комнате. Сухо и прохладно. Да, у Рокси есть еда, она не доела там. Поела немножко. Как я понял, в туалет еще не ходила. Ну ладно. Кондиционер надо включить. Вот здесь он включается. Вот таким вот образом. На ресепшене есть кухня, есть ресторанчик. Вот кофе мне принесли. Вот такой кёрт. Это йогурт. Вот дам Рокси тоже, наверное, его, если он не сладкий. Сейчас попробую. Должен быть просто йогурт. Да. Не сладкий, Рокси можно. И лепешечка алю парата. Давно я не ел ее. Большая. Хорошая. Столик маленький, а стулья высокие. Видите? Получается, что стул выше по высоте, выше, чем стол. И как мне есть? Может, тумбочку вам подтянуть? Или просто сесть на пол? Роксичка вон лежит на диване, наслаждается прохладой после ожидания в этом вот офисе, где мы делали разрешение на вылет, этот сертификат ей. Мы там прождали часа полтора на вот такой жаре прямо. Очень жарко, душно было, влажно там. Ну что ж, приятного аппетита, друзья. Моя первая еда в Дели. И вообще, собственно, первая еда за сегодня. Наверное, часа в 3 ночи или в 4 я поел последний раз мамошки из того маленького ресторанчика с кафешки. Там, где Малай Чап. После этого первая еда. И, кстати, есть неохота, я просто чувствую, что надо поесть. Такого прям вот голода я не ощущаю. Почему?